Всем привет, меня зовут Никита, клуб Countertime, и сегодня мы посмотрим, как проходят наши внутренние мероприятия. Поехали! Мы проводим внутренние соревнования раз в несколько месяцев для всех учеников, допущенных до боев. Сегодня ребята будут участвовать в номинациях «Меч-баклер», «Артистическое фехтование» и «Длинный меч». Первые две номинации в нашем клубе проводятся впервые. А начинаем мы сегодняшнее утро с судейского семинара, который проводит Елена Музурина. Сегодня ребята поймут не только, как им драться и фехтовать, но и как судить своих одноклубников. Семинар у нас проводится каждое внутреннее мероприятие для того, чтобы обучить старших судей, а также угловых. А сейчас у нас идет торжественное открытие мероприятия. Давайте же пойдем и посмотрим на него. В детском составе сегодня присутствует довольно много новичков, в том числе на позиции и старших, и угловых судей. Желаю всем удачи и хороших выступлений и отличных боев, чтобы все было чисто и по технике. У нас сегодня отвечают Александр Ильич, тренер по фехтованию, и потомственный актер. Анна Левина, актриса, участник Кубка Санкт-Петербурга по фехтованию. Первая номинация сегодняшнего дня – это артистическое фехтование. Совсем новая для нашего клуба дисциплина. И у нас есть актуальная возможность задать вопросы главному тренеру этого направления Алексею Бусайлу. Пойдемте же к нему. Алексей, здравствуйте. Как ты думаешь, какая цель у артистического фехтования в целом? Если сравнивать артистическое фехтование с боевым фехтованием, скажем так, то у боевого фехтования задача быть эффективным, а у артистического эффектным. Соответственно, задача артфехтования – это показывать фехтование максимально красивым, таким, каким мы привыкли видеть его на сцене, в кино, и чтобы зрители успели насладиться красивой боевой хореографией. Сегодня в мероприятии участвуют большинство твои ученики. Какие у тебя ожидания от их выступлений и что ты думаешь? Задача сегодняшнего выступления – это ребятам выйти на сцену, потому что если мы говорим о прогрессе в артистическом фехтовании, то выход на сцену – это одна из составляющих подготовки, да, потому что ребята готовились, ребята учили хореографию, ребята учили артистическое искусство, и сегодня это не первый раз выйдут и покажут то, чему они научили за это время. Что я от них жду, да, чтобы они вышли уверенно, спокойно, красиво показали, даже если там будут кого-то невысокие оценки или кто-то где-то вложает, кто-то вложает обязательно, чтобы они это перенесли спокойно, почувствовали какое-то ощущение выходить на сцену, когда на тебя смотрит зритель. Но я верю, что у них все получится. Хорошо, большое спасибо, удачи. Какие у тебя ощущения, что ты ждешь от сегодняшних выступлений? Хотелось бы показать, чему мы научились за все это время, и посмотреть, у кого какие идеи, кто что смог сделать по итогу, кто опять чему научился. Все, спасибо большое, удачи тебе сегодня. Спасибо. Так получилось, что сегодня я тоже участвую в турнире, поэтому сменим имидж. Так-то лучше. И вот у нас закончилась номинация «Артистическое фехтование», и теперь мы переходим к мечу-баклеру. Сейчас, подожди, скажешь, когда начнешь, да? Хорошо, или кивни, короче, когда начнешь. И сегодня в номинации «Меч-баклер» участвует руководитель нашего клуба Елена Музурина. Давайте зададим ей пару вопросов о сегодняшнем мероприятии. Почему появилась идея провести номинацию «Меч-баклер», если в клубе она у нас не представлена? Потому что это брутально. А на самом деле мы провели меч-баклер, потому что мы планируем впоследствии открыть группу меча и баклера. У нас сейчас есть сабля, меч, рапира, артистическое фехтование, польская сабля. Короче, меч-баклер мы хотим, чтобы у нас был, и мы потихонечку вот таким образом пробуем свои силы, тренируем судей, заинтересовываем людей в том, как это выглядит. Ну, в общем, проводим такую подготовительную работу, потому что мы хотим выступать и учиться. Ну что, как тебе атмосфера на турнире? Атмосфера отличная, дружеская. Чем данный турнир отличается от предыдущих? Может быть, есть какая-то новая изюминка? Ну, тут много, на самом деле, новых изюминок, начиная с того, что турнир делали в этот раз другие люди. То есть у нас подрастает новая орггруппа. В этот раз, собственно, главным организатором была Анна Левина, главным судьей была Мария Трофимова, главный секретарь у нас была София Золотова. В общем, делали руками новых, свежих, замотивированных людей, которые вложили вот частичку своего сердца, как до этого вкладывали, собственно, Алексей Борисов, Никита Попов и Денис Мишагин. Ну а теперь перейдем снова к боям. А как тебе атмосфера на мероприятии? Классно, очень празднично.
Как в Отлично. университетах иногда рассказывают, что экзамен — это праздник. Вот сейчас я чувствую, что турнир — это праздник. Отлично, спасибо большое, удачи тебе. Спасибо. Ну что, девчата и парни молодцы. Это было, ну, неплохое начало. До техники хорошей там еще далеко, то есть будем работать. Но, мне кажется, задача выполнена, то, что мы попробовали, как бы визуально пощупали эту номинацию и, собственно, посмотрели, насколько больно прилетает. Ну, короче, нормально. Все отлично, поздравляем тебя тогда. Спасибо. Ну а теперь мы переходим к самой массовой номинации сегодняшнего дня. Это длинный меч. Он пройдет как в женской номинации, так и в мужской. Как тебе бои сегодняшней женской номинации? Как было судить? Слушай, на самом деле дамы фехтуют очень выдержанно, довольно-таки чисто, думают, поэтому судить было довольно-таки просто. Хорошо, участвуешь сегодня в какой-нибудь номинации? Да, сегодня посчастливилось занять 4-е место на мече и баклере. Беру это оружие первый раз в жизни. Вот. Соответственно, сейчас еще остается месячная мужская номинация. Надеюсь, получу удовольствие. Здравствуйте, София! Сегодня главный секретарь этого внутреннего мероприятия. Как у вас ощущения? Как прошла подготовка? Удалось ли победить Химагон? Поскольку должность для меня новая, да, это было слегка волнительно, и было интересно разбираться с Химагоном, куда какие кнопочки нажимать, чтобы магия турнира сработала, которую я обычно видела только со стороны участника, а теперь я ее вижу со стороны, собственно, одного из организаторов. Это было увлекательно и интересно. Удалось ли победить Химагон? Хороший вопрос. Ну, слава богу, Химагон не сильно сопротивлялся, и мы его одолели силой нашей дружбы и сплоченного коллектива. Ну, конечно же, я бы не справилась без помощи и наставничества своих старших коллег. И мне очень нравится то, чему учатся у нас новички на длинном мече. То есть мы уже сейчас видим, что люди, начавшие заниматься совсем недавно, показывают красивую, качественную технику. И за этим приятно наблюдать, а еще более приятно судить. Отлично, спасибо большое за ответы. Сегодня с нами также Денис Мишакин, тренер направления «Длинный меч» и рапира «Ренессанс» в нашем клубе. Денис, сегодня многие твои ученики участвуют в соревнованиях. Что ты от них ожидаешь и что ты думаешь? Ну, во-первых, ожидаю, что мои ученики покажут действительно красивые бои, интересные тактические решения и в целом насладятся своим фехтованием. Ну, и я в том числе наслажусь их фехтованием, посмотрю, чему они научились за последние полгода и даже больше. И в целом проведется такой небольшой, так сказать, срез знаний. Посмотрим, что из этого вышло всего, что мы проходили. Хорошо. Также ты обычно являешься главным судьей внутренних мероприятий. Сегодня на этом мероприятии ты передал эти регалии Марии. Вот. Что ты думаешь по этому поводу? Как она справляется? Ну, во-первых, с почином тебя, Мария. Что собирать судей буквально вот по частям, что называется, и формировать из них хорошие, сильные бригады достаточно сложная задача, потому что нужно учитывать не только количество боев, которые они судят, то, как они судят, как они сыграны в данном деле. Вот. Также необходимо учитывать их нагрузку. Плохой судья – это уставший судья. Ну вот подходит к концу женская номинация, и мы переходим к мужской. Ну что ж, пора в бой. Соответственно, как вы догадываетесь, первые 4 боя на первой площадке, вторые 4 боя. Привет, меня зовут Илья Князев. А это сегодня твой первый турнир? Да. Вот, какие у тебя впечатления, какие желания на будущие бои, и что ты вообще чувствуешь?
Впечатление прекрасное. Посмотрел уже здесь бои меч Баклер, артистическое фехтование и женскую номинацию длинного меча. Ожидания, не знаю, побиться хорошо. Вот. Хорошо, тогда удачи тебе, спасибо. Спасибо. Привет, как тебя зовут, сколько занимаешься? Меня зовут Зорик, я занимаюсь уже полгода, и мне прям нравятся эти интенсивные бои очень. Отлично, у тебя сегодня уже были бои, насколько я понимаю. Как они прошли, что думаешь по этому поводу? 2 победы и 1 поражение. Но, Хорошо. слушай, это хорошо. Хорошо, доволен? Да, естественно. Отлично. Как тебе в общем мероприятие? Супер просто. Спасибо большое, удачи тебе дальше. Привет, сегодня ты первый раз занимаешь должность главного судьи мероприятия внутреннего, соответственно. Какие у тебя ощущения, все ли удалось, насколько долго заняла подготовка? Ну, изначально само предложение выступить в роли главного судьи казалось для меня очень неожиданным. Подготовка проходила немножечко в панике, честно говоря. Самое сложное было это составление расписаний из-за недостатка судей, из-за большого количества новичков. И вот финальный регламент у нас вышел сегодня в 12 часов дня. Но благодаря поддержке старших товарищей, и в особенности Дениса Мишагина, спасибо ему большое, что он меня терпел, мы вроде как справляемся, но сейчас вот ждет нас последний рывок в финалах мужского длинного мяча. Хорошо. Как у тебя настроение под конец сегодняшнего дня? Я устала. Хорошо, спасибо. Удачи тебе закончить мероприятие. Привет, Аня. Сегодня ты главный организатор этого мероприятия. Мы знаем, что ты вложила очень много сил и очень много энергии в это все соревнование. Вот. Какие у тебя мысли по итогу окончания дня? Что получилось, что не получилось? Какие есть впечатления? Если очень кратко и обобщающе, мне кажется, что получилось. Мне кажется, что получилось хорошо, что мы молодцы. Я, честно говоря, в восхищении от работы каждого из членов оргсостава, потому что я непосредственно видела, какой объем работы проделали эти люди и до, и во время турнира, и это очень впечатляет. И особенно то, что они практически все впервые пробовали себя в этих ролях, и мне кажется, что справились блестяще. В общем, я испытываю, такое чувство удовлетворения от процесса и от результата. Отлично. Может быть, ты дашь какой-нибудь короткий совет людям, которые думают о том, чтобы тоже вместе с тобой и вместе с нашим оргсоставом заняться организацией мероприятий? Если они думают о том, чтобы заняться организацией мероприятий, пусть подключаются и начинают заниматься. То есть на самом деле, если вам что-то интересно, если вы хотите чему-то научиться, по-настоящему мы учимся чему-то только на практике. Александр, ты занял сегодня первое место в номинации «Длинный меч». Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях. Были ли какие-нибудь сложные бои и что вообще думаешь по итогам мероприятия? Ощущения занятные, потому что, как известно, я давно не тренируюсь, я выступаю все лучше и лучше. Сложные бои был. Самый сложный бой это был с Игорем Виноградовым. Вот очень интенсивный, очень напряженный. Я прям если бы все 7 кругов были вот такие, я даже не знаю, выдержал бы я или нет. Какие впечатления? Классные, кайфовые. Я просто смотрю, как люди фехтуют, в том числе новички, что делают, что происходит. В целом мне нравится. И для кого не секрет, что ты являешься одним из таких локомотивов продвижения судейской магии, соответственно, в народ.
А расскажи, пожалуйста, может быть, есть какие-нибудь инсайды по поводу развития судейского корпуса, развития судейства в России и в целом? По поводу инсайдов и судейства, я не могу сказать за всю Россию, естественно, потому что я не знаю, и мы не имеем такого влияния. Могу сказать за наш клуб, что сейчас, вот в ближайшее время, судейством заниматься будет 2 человека, я и Андрей Мазурин. Потому что я имею какие-то наработки, а Андрей откровенно намного лучший методист, чем я. Он хороший педагог, хороший тренер. Он все это будет собирать в некую методическую работу, которую потом будет удобно воспринимать. Так что вот в клубе, да, эта работа будет дуальна, а я займусь какими-то немножечко иными вещами, которые, скажем так, лучше у меня получаются. Но судейство, естественно, не заброшу, буду помогать, буду продолжать развивать по мере сил и приводить это все к некоторому, скажем так, согласию, наверное, я бы так сказал. А если из инсайдов, у меня есть задумочка по поводу фехтовального темпа. То есть я знаю, как сделать так, чтобы ни у кого не возникло вопросов, что такое фехтовальный темп и сколько это. Вот если у меня получится это реализовать, это работа примерно на месяц, на 1,5, я так прикинул, я обязательно ей со всеми поделюсь, будет прикольно и здорово. Если не получится, ну, значит не получится. Отлично, спасибо большое за ответы. Можем только пожелать удачи в этом начинании. Приходите тренироваться в Counter-Time. Вот и подошло к завершению это мероприятие, но впереди еще множество других. Если вы хотите больше таких рубрик, больше освещения разных фехтовальных мероприятий, пишите обязательно в комментарии, мы постараемся снять еще больше видео.